Добрый день! Тема этого видео 25 мифов про секс и все, что связано с сексуальной жизнью мужчины и женщины. Дело в том, что данная тема очень спекулятивная, и многие доносят недостоверную информацию, учитывая свой жизненный опыт, либо свое субъективное мнение, не разбираясь профессионально в этой проблематике. С этими вопросами и запросами я часто встречаюсь при работе с своими клиентами в плане психологии и сексологии. Эти все мифы я выписал, сейчас начну вам их перечислять. Ну что, начнем. Миф номер 1. Для того, чтобы мужчина испытал оргазм, ему нужно 20, 30, час, либо 1,5 часа время полового акта. Нет, это миф. Для того, чтобы мужчина испытал оргазм, среднестатистическое время это от 2 до 3 минут. Миф номер 2. Для того, чтобы женщина испытала оргазм, ей нужно опять же 30, либо час, либо 1,5 часа полового акта. Нет, опять же, это миф. Чтобы женщина испытала оргазм, средний оргазм женщина испытывает около 8 минут. Средняя продолжительность полового акта. Это к нам все пришло из порноиндустрии, когда мы видим в порнофильмах половые акты длиной 20, 30, час, 1,5. Но порноиндустрия и реальная жизнь это разные вещи, и это нужно понимать. Миф номер 3. Импотенция и фригидность передаются по наследству. Естественно, это не так. Миф номер 4. Полюция – это болезнь. Естественно, это не так. Полюция – это нормально. И у каждого человека она была. Вот если нет полюции, вот тогда стоит обратить на это внимание. Следующий миф. Мастурбация вредна и может ослабить потенцию. Тут даже два в одном. Первое. Мастурбация не вредна. Вот когда нету мастурбации, вот тогда стоит задуматься, как мужчинам, так и женщинам. Почему ее нет? И второе, то что она не влияет на потенцию. Это совершенно верно. Следующий миф. Половое воздержание ведет к психологическим болезням. Мужчины, либо женщины, которые на длительном отрезке времени не занимаются сексом, воздерживаются от сексуальных отношений, у них не будет психологических каких-то расстройств. Опять же, все индивидуально. Нужно учитывать каждый фактор. Почему они не занимаются сексуальной жизнью, это уже другой вопрос. Но это не болезнь. И психологическая болезнь не будет при половом воздержании. Следующее. Половой акт высасывает энергию у мужчины. Естественно, это не так. Энергии у мужчины высасывает не половой акт. В каждом случае нужно разбираться индивидуально, но это опять же не половой акт. Следующий миф. Большой член сильно и более качественно стимулирует женщину. Опять же, это к нам пришло из порноиндустрии. В порнухе мы видим большие размеры половых органов, и мужчина думает то, что чем больше половой орган у него, тем быстрее и лучше у него будет сексуальное отношение с женщиной. В общем, размер полового члена не влияет на оргазм женщины и на то, как он приносит удовольствие женщине. Это миф. Следующее. Эрекция должна происходить мгновенно и всегда. Ну, на самом деле эрекция это сложный процесс, и она не может так быстро, мгновенно произойти. И тем более эрекция не может быть всегда. На это есть физиологические и психологические причины. Естественно, это миф. Следующий миф. Принуждение женщины к сексу это проявление страсти. Нет. Если есть принуждение женщины к сексу и к половым отношениям, это насилие над женщиной. Это не страсть, это разные вещи, и нужно это разделять. Опять же, многие думают, что это страсть. Далее. В сексе мужчина берет, а женщина дает. Половые отношения и секс в том числе это очень сложный процесс. И там оба партнера что-то дают, а что-то отдают. То есть это не игра в одни ворота, это миф. Далее. Мужчины всегда инициаторы сексуальной близости. Ну, опять же, это миф, это неправда. Женщины тоже инициаторы сексуальной близости. Женщины тоже хотят сексуальных отношений и получить удовольствие. Следующий миф. Мужчина активен, а женщина пассивна.
И женщины то, что не стремятся к получению удовольствия. Ну, естественно, это миф. Активные и пассивные может быть и могут быть и женщины, и мужчины, и одновременно. И женщины, опять же, тоже стремятся получать и получить удовольствие от секса. Дальше. Размер груди влияет на возбуждаемость и возбудимость у женщины. Естественно, это миф. Многие думают, что если у женщины маленькая грудь, она очень медленно и долго возбуждается, женщина сама. Я не понимаю, откуда этот миф взялся, но он часто бывает. И часто с этим вопросом приходят ко мне клиенты. Дальше. Девственность женщины – это ценность. Мужчины не должны вступать в сексуальные отношения до брака с женщиной, с женой. Это культурный такой стереотип, и это все-таки миф. Далее. Влагалище женщины узкое и нерастяжимое. Естественно, это не так. Физиологически мы знаем, и женщины прекрасно это знают. Все совершенно по-другому. В процессе полового акта влагалище расширяется, да и не только в процессе полового акта, в процессе стимуляции. Ладно, это отдельная тема. В общем, это миф. Следующий миф. Предохранение. Прерывание полового акта является надежной защитой перед беременностью, от беременности. Ну, то есть во время полового акта, если мужчина прерывает половой акт, тем самым мужчина и женщина думают, что женщина не забеременеет. Но на самом деле это миф. Далее. Женский оргазм равен мужскому оргазму. Это, естественно, миф, это не так. Женский оргазм протекает по-своему, мужской оргазм протекает по-своему. Это совершенно разные вещи. Это разные по физиологии, по чувствам, по эмоциям. Ну, в общем, это опять же это отдельная тема. В общем, женский оргазм не равен мужскому оргазму. Это разные вещи. Дальше, следующий миф. Клиторальный оргазм неполноценный по сравнению с вагинальным оргазмом. Естественно, это миф. Все совершенно по-другому. Это, опять же, это отдельная тема. Следующий миф. Искусственные любовники достигают синхронизации оргазма. Это миф. На самом деле, чтобы достигнуть синхронизации оргазма, чтобы он одновременно произошел у мужчины и женщины, это очень сложно. Но это реально. И такое есть. Но для этого нужно очень много работать над этим, и сопутствующих факторов должно сойтись, чтобы достигнуть оргазма одновременно и мужчины, и женщины. Часто он бывает сначала у мужчины, потом у женщины, либо наоборот. Ну, в общем, они не синхронизированы одновременно. Далее. Сексуальные переживания, они должны быть интимны и должны храниться в тайне. Это, естественно, миф, и это глубокое заблуждение. Если есть какие-то проблемы в паре между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, неважно, эти проблемы должны обсуждаться, но ни в коем случае не храниться в секрете и держаться в тайне. Будет еще хуже, на самом деле. Это я уже говорю по опыту, по практике, по работе с клиентами. То есть, если есть какие-то переживания, проблемы, их нужно решать. Дальше. У мужчин есть полигамность. Тем самым некоторые мужчины объясняют свою супружескую неверность. Ну, естественно, это миф. И мужчины это говорят тогда, когда им выгодно. Это не так. Далее, следующий миф. Курение и алкоголь не влияют на потенцию. Естественно, это миф. На самом деле, очень серьезно курение и алкоголь влияют на потенцию. У мужчины и у женщины. Дальше. После климакса сексуальное влечение исчезает. Естественно, это не так. И самый последний миф, 25-й. У пожилых нет сексуальной жизни и нет сексуального желания. И с возрастом сексуальное желание и потребности исчезают. На самом деле они не исчезают, они снижаются. Ну, естественно, это миф. Сексуальная жизнь у пожилых людей есть, а у многих пожилых пар еще какая сексуальная жизнь и сексуальная активность. Молодые бы еще позавидовали. Это, опять же, я говорю из опыта, из практики. Вот, я сейчас перечислил 25 мифов, которые есть в сексуальной жизни между мужчиной и женщиной.
Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите комментарии под этим видео, я попытаюсь на них ответить. Если у вас есть какие-то проблемы в сексуальной жизни, то пишите мне в Телеграме, записывайтесь на консультацию, я постараюсь вам помочь. У меня все. С вами был Сергей Витищенко, сексолог и психолог. Всего доброго, до свидания.